Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие чудесные носки. Носки у нас абсолютно бесшовные, с вывязанной прямой пяткой. Вот таким вот плотненьким узором я вязала пяточку, подошву, для того, чтобы носочки наши дольше прослужили. По мыску я сделала вот такой вот красивый узор. Узор получается ажурные ромбы. Вяжутся они несложно, а выглядят очень красиво и эффектно. Данные носочки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Смотрите, спицы я использовала именно на резинку 3 мм. Все остальное вязала на спицах 3,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания данных носочков. Изначально я набирала половину необходимых для резинки петель, и эта половина у меня составила 22 петли. Далее вывязывала пяточку, подошву, мысок и вторую часть резинки. В данных носочках я использовала два узора. Одним узором я вывязывала пяточку и подошву. Раппорт данного узора состоит из двух рядов, один лицевой, второй изнаночный. Вторым узором я вывязывала мысочек. Узор получается ажурный, очень красивый. Раппорт данного узора в ширину составляет 15 петель, в высоту 16 рядов. Самое главное в носочках определиться, сколько нам нужно набрать изначально петель. Для этого мы должны измерить обхват нашей ножки в самой широкой части, где находится наша косточка. Вот таким вот образом. Обхват моей ножки составляет 21 сантиметр. Я вяжу мои носочки на размер ноги 36-38. Но по данному видео вы сможете эти носки связать на любой размер вашей ножки. И получается, после того, как мы с вами померили обхват вашей ножки в самой широкой части, мы также должны связать образец. Можно образец связать лицевой гладью, постирать и измерить плотность вашего вязания. И далее получается обхват вашей ножки. Умножаем на плотность вашего вязания, и получается необходимое количество петель, которые мы должны набрать на всю резинку. Это количество петель у меня получилось 44 петли. И далее я этих 44 петли поделила на две части, и это у меня получилось 22 петли. Поэтому в самом начале для вывязывания одной части резинки я набирала 22 петли и провязывала первую половину резинки. Вы таким же образом рассчитайте, сколько изначально вам нужно набрать петель на половину вашей резинки. Все размеры в сантиметрах я измеряю по ходу мастер-класса. Вы ориентируетесь больше не на количество провязанных рядов, а на количество сантиметров, так как плотность вязания у всех разная. Если вам понравилась данная модель носочков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора я набираю 22 петли. Если вам вдруг надо больше либо меньше петель, набирайте то количество петель, которое вы рассчитали под себя. И после того, как все петли набраны, мы приступаем к вязанию резинки. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься, не провязывая. И далее вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом мы вяжем полностью весь наш ряд. В самом конце последняя петля у нас будет идти кромочная. На протяжении всего вязания она у нас провязывается изнаночной петлей. Провязанный наш первый ряд будет идти по изнаночной стороне. По изнанке у нас будет край вот такой вот узелковый.
По лицевой стороне красивая такая вот косичка. Поэтому второй наш ряд мы вяжем по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжем все петли по узору. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом довязываем полностью весь ряд. Последняя петля кромочная провязывается на протяжении всего вязания изнаночной петлей. И вот таким вот образом мы с вами вяжем нашу резинку. Высота моей резинки будет составлять примерно 8 сантиметров. Это у меня получится примерно 21 ряд. Но так как плотность вязания у нас может не совпадать, вы ориентируетесь не на количество провязанных рядов моих, а на количество провязанных сантиметров. Встретимся, когда провяжем полностью всю резинку. Я вывязала мою резиночку. У меня здесь получился 21 ряд. Если померить в сантиметрах, моя резинка сейчас составляет 8 сантиметров. И далее я буду начинать вывязывать пятку. Если посмотреть на готовом носочке, я провязала вот эту вот часть резиночки. Далее ниточку фиолетового цвета я обрезаю и присоединяю ниточку второго цвета и буду вывязывать этой нитью всю мою подошву до мысочка. Всю подошву и пяточку я буду вывязывать вот таким вот интересным узором. Узор получается плотненький, и мы за счет этого укрепим нашу пяточку и подошву. Прикладываем ниточку второго цвета, убедитесь, что это у вас идет лицевая сторона. Вот по самому краю у нас идет такая вот ровненькая косичка. С изнаночной стороны наборный узелковый край. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию пяточки. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее начинаем вывязывать наш узорчик. Первая петля провязывается лицевой, вторая снимается не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. Далее обратно лицевая петля, петлю снимаем не провязывая. Данные две петли, одна лицевая петля, одна снятая петля, продолжаем повторять до конца ряда. Одну провязываем петлю лицевой, вторую снимаем не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. Одну петлю провязываем лицевой, вторую снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. Одну провязываем лицевой, вторую снимаем не провязывая. Таким образом вяжем до конца ряда. В самом конце кромочная последняя петля провязывается изнаночной. Второй изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночными. За правой стеночки петли первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее вяжем все петли без исключения изнаночными. Довязываем таким образом ряд до конца. Кончики, которые остаются у нас, мы сразу можем прятать по изнаночной стороне самостоятельно. И далее получается данные два ряда, один лицевой, второй изнаночный. Мы провязываем далее столько рядов, сколько изначально набирали петель на спицу. То есть я набирала в самом начале 22 петли. И поэтому сейчас я провязываю 22 ряда. 2 ряда ниточкой кофейного цвета мы с вами провязали. Давайте еще 2 ряда провяжем с вами вместе и повторим раппорт узора. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. И далее провязываем 1 лицевая. Следующую петлю снимаем. Рабочая нить за работой. 1 лицевая, петлю снимаем. 1 лицевая, петлю снимаем. И таким образом довязываем полностью наш весь ряд. Резиночку я вязала на спицах 3 миллиметра. Сейчас основной узор ниточкой кофейного цвета я буду вязать на спицах 3,5 миллиметра, чтобы у нас узор получился не сильно забитый.
Получается, переворачиваем наше вязание и приступаем к 4-му ряду, который идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли мы вяжем изнаночными. Только смотрите, провязывайте за правую стеночку петли. Мы с вами провязали 4 ряда данного узора и перешли на спицы большего размера. Далее я буду вязать самостоятельно еще 18 рядов. И у меня в итоге кофейным цветом будет провязано 22 ряда. Встретимся, когда провяжем именно вот эту вот всю часть пяточки, чередуя один лицевой, второй изнаночный ряд. Я вывязала 22 ряда. Получается, если вы набирали больше либо меньше петель, вяжите столько же рядов. И далее мы с вами будем вывязывать чашечку нашей пятки. Вот эта вот часть, которую я вывязывала ниточкой кофейного цвета, сейчас составляет 5,5 сантиметров. Итого моя заготовочка 13,5 сантиметров. Ширина 9 сантиметров. У меня сейчас находится на спице 22 петли, и для вывязывания чашечки для пятки я должна эти 22 петли разделить на 3 равные части. Но так как мои петли на 3 равные части не делятся, по бокам должно быть равное количество петель. Поэтому я по бокам оставляю по 7 петель, и в серединке у меня остается 8 петель. Вы также делите ваше число петель на 3 части. Обязательно, чтобы по бокам у вас было равное количество петель. Пяточку я буду продолжать вывязывать вот этим вот узором. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю вторую лицевой, третью снимаю, не провязывая, 4-я лицевая, 5-ю снимаем, 6-я лицевая, 7-ю снимаем. Мы с вами провязали боковую часть петель. Теперь приступаем к центральной части, которая у меня состоит из 8 петель. Получается, 1-я лицевая, 2-ю снимаем, 3-я лицевая, 4-ю снимаем, 5-я лицевая, 6-ю снимаем, 7-я лицевая, и между 7 и 8 петлей я повешу маркер. И далее получается в 8 петлю и первую петлю с боковой части, это у нас получается 9-я петля, я провязываю 2 вместе одной лицевой. Далее переворачиваем вязание, первую петлю мы снимаем, не провязывая, маркер перебрасываем и далее вяжем изнаночными петлями. 2-я петля, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, и также между 7 и 8 петлей я повешу второй маркер. И получается, в изнаночном ряду 8 петлю центральной части и первую петлю боковой нашей части, она у нас идет 9-я петля, я эти 2 петли провязываю одной изнаночной петлей за верхние стеночки. Переворачиваю наше вязание, первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю. Смотрите, чтобы вам ориентироваться, у нас вот такой вот рисунок идет рельефный. Одни дорожки выступают вперед, другие назад. И вот эти вот дорожки, которые у нас выступают вперед, это те петли, которые мы снимаем в лицевом ряду, не провязывая. А вот эти вот дорожки, которые у нас уходят назад, это те петли, которые мы провязываем лицевыми в лицевом ряду. Получается, у меня после маркера идет вот такая вот выпуклая дорожка, поэтому мы эту петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И дальше, как обычно, 1 лицевая, 2-ю снимаем, 1 лицевая, 2-ю снимаем. И таким образом мы довязали до 2-го маркера. Маркер перебрасываем. И сразу после 2-го маркера мы провязываем в каждом лицевом ряду 2 петли вместе одной лицевой петлей. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Маркер первый перебрасываю, и далее до 2-го маркера я вяжу все петли изнаночными за правую стеночку петли.
Второй маркер перебрасываю и сразу после второго маркера, так как это у меня изнаночная сторона, я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. И таким образом мы с вами должны убавить все боковые петли. И у нас на спице должно остаться только 8 петель. Это наша центральная часть петель. Получается, убавляем в каждом лицевом ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю. И далее начинаем узор. Одну петлю снимаем, вторая лицевая, третью снимаем, четвертая лицевая. Получается, все выпуклые дорожки это наши снятые петли. Все дорожки, которые уходят назад, это наши петли, которые мы провязываем лицевой петлей в лицевом ряду. И после второго маркера в каждом лицевом ряду мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Получается, в каждом изнаночном ряду первую петлю я снимаю, до второго маркера я провязываю все петли изнаночными, и сразу после второго маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Встретимся, когда у нас на спице останется центральная часть петель. В моем случае это 8 петель. Чашечку для пяточки я вывязала, и у меня на спице сейчас располагается 8 петель. Далее мы с вами должны вывязать клин, поднимая петли с одной стороны до сиреневой части и со второй стороны. Получается, из каждой кромочной петли у нас будет подниматься по одной петле. До вывязывания чашечки я провязала, получается, 22 ряда. Если 22 ряда разделить на 2 равные стороны, получается у нас 11 кромочных петель с одной стороны. И 11 кромочных петель должно быть со второй стороны. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Также будет и со второго края. Поэтому сейчас я провязываю все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю со спицы все петли лицевыми. И по вот этому краю я сейчас должна поднять 11 петель в моем случае с помощью крючка. Сразу под спицы ввожу крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую ниточку и поднимаю одну петлю на крючок. Далее в следующую кромочную петлю за 2 дужки ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и поднимаю вторую петлю. И таким образом у нас должно будет подняться с каждого края по 11 петель. Все петли на крючок я подняла. Теперь вот эти вот петли я перенесу на мою рабочую спицу. Вот таким вот образом выглядит моя заготовочка носка. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли со спицы я провязываю изнаночными за правую стеночку петли. После того, как все петли провязаны, теперь с вот этого вот края я также должна поднять 11 петель на крючок. Ввожу крючок сверху вниз, получается с лица на изнанку. Вот таким вот образом. За 2 дужки кромочной петли подхватываю рабочую ниточку. И у нас на крючке образовалась 1 петля. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок сверху вниз. То есть с лица на изнанку. Подхватываю рабочую ниточку и вывожу вторую петлю на крючок. И таким образом я, получается, поднимаю 11 петель. Крючок вводим с лицевой стороны на изнаночную за 2 дужки кромочной петли. Далее вот эти вот петли с крючка я перенесу на мою рабочую спицу. Вот таким вот образом у меня сейчас выглядит мое вязание. И теперь у нас на спицах в моем случае 11 петель по бокам и 8 петель по серединке. Сейчас я должна вернуться к изначальному количеству петель. 22 петли в моем случае.
Но мы будем вывязывать вот этот вот клин сейчас, убавляя петли, сохраняя наш рисунок. Как мы помним, вот у нас на пяточке вот эти выпуклые дорожки — это снятые петли. Те дорожки, которые уходят вовнутрь нашего узора, это те петли, которые мы провязывали лицевым в лицевом ряду. При вывязывании клина мы сохраняем рисунок и убавлять будем петли. Получается, одну петлю мы будем убавлять сразу после кромочной петли в начале и одну в конце. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе, одной лицевой с наклоном влево. Для этого я ввожу спицу в 2 петли за нижние правые дужки и провязываю эти 2 петли одной лицевой. Мы с вами убавили одну петлю. Далее смотрим, как провязывается по нашему рисунку следующая петля с левой спицы, для того, чтобы петли хорошо легли в узор и пяточка совпадала с основным нашим узором. Получается, все выпуклые дорожки — это наши снятые петли. Получается, вот у нас идет выпуклая наша дорожка. И теперь смотрим, получается, эта петля у нас снимается, не провязывая, значит, следующая петля провязывается лицевой. Идем в обратную сторону, чтобы понять, как провязать нам первую петлю с левой спицы. Дальше получается, петля снимается, провязывается лицевой, снимается, провязывается лицевой, снимается, провязывается лицевой, снимается, провязывается лицевой, снимается, и получается первая петля у меня на левой спице, получается, провязывается лицевой. Поэтому первую петлю мы провязываем лицевой и далее, как обычно, одну петлю снимаем, рабочая ниточка за работой, вторую провязываем лицевой. Одну петлю снимаем, рабочая ниточка за работой, вторую провязываем лицевой. И таким образом, чередуя одну снятую и одну провязанную петлю, мы вяжем до того, пока у нас на левой спице в самом конце не получится 3 петли. Вот петлю я сняла, и у меня на спице остается 3 петли. Сейчас первую и вторую петлю я должна провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я разворачиваю мои 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю за верхние правые стеночки одной лицевой петлей. Последняя петля идет кромочная. Мы с вами провязали первый ряд нашего клина и убавили 2 петли. Второй ряд по изнаночной стороне вяжется без убавления петель, все петли изнаночными. Первую кромочную петлю я сняла, и далее за правые стеночки петли мы провязываем все петли изнаночными. Смотрите, чтобы петли у вас не были перекручены. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Следующие 2 петли я должна провязать вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки одной лицевой петлей. И далее обратно смотрим, как наш вяжется узор. Вот идет у нас такая выпуклая дорожка. Это вот наша петля. Эту петлю, получается, мы должны снимать, не провязывая. Соответственно, перед ней мы должны петлю провязать лицевой. И считаем далее. Снимаем петлю, провязываем лицевой. Снимаем, провязываем лицевой. Снимаем, провязываем лицевой. Снимаем, провязываем лицевой. И, соответственно, первую петлю мы должны сейчас будем снимать, не провязывая. Первую петлю, получается, я сняла, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Следующую провязываю лицевой. Одну петлю снимаем, следующую провязываем лицевой. И таким образом мы, чередуя эти 2 петли, провязываем весь ряд, пока у нас на левой спице не останется 3 петли. У нас на левой спице остается 3 петли, и вот эту первую и вторую петлю я должна провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо. Для этого я переверну наши 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их одной лицевой с наклоном вправо. Последняя петля кромочная. Четвертый изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными за правую стеночку петли без каких-либо убавления петель.
Следующий лицевой ряд, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. И теперь уже наш рисунок хорошо виден. Получается, одну петлю я провязываю лицевой, следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Одну лицевой, следующую снимаем, одну лицевой, следующую снимаем. И таким образом я довязываю полностью весь ряд до того момента, пока у меня на левой спице не останется 3 петли. У меня на левой спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я сначала переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И теперь провязываю их 2 вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Последняя кромочная петля. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и получается изнаночные ряды я вяжу все петли изнаночными, без каких-либо убавок. И далее вяжем самостоятельно, убавляя петли одну в начале, вторую в конце, соблюдая наш рисунок. Вот эти выпуклые дорожки уже вот хорошо видны. До того момента, пока у вас на спице не получится исходное количество петель. У меня должно получиться 22 петли. Я провязала до того момента, пока у меня на спице не осталось 22 петли, убавляя в каждом лицевом ряду по 2 петли. И смотрите, от чашечки пятки у нас провязано сейчас примерно 2,5 сантиметра. Вот таким вот образом у нас на данный момент выглядит наша заготовочка на слитке. И далее обычным ровным полотном я буду чередовать лицевой и изнаночный ряд, сохраняя рисунок. Вяжем до того момента, пока у нас наше полотно не закроет полностью мизинец нашей ноги. Получается, я далее вяжу первую кромочную петлю, я снимаю. Вторая петля вяжется лицевой, третья снимается, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Одна провязывается лицевой, вторая петля снимается. Одна провязывается петля лицевой, вторая петля снимается. И таким образом мы вяжем полностью весь наш ряд. Все изнаночные ряды мы вяжем петли изнаночными за правую стеночку петли. И далее я буду чередовать первый лицевой ряд и второй изнаночный ряд, и буду вязать наше полотно далее таким вот образом до того момента, пока оно не закроет полностью мой мизинчик ноги. Далее я вам скажу, сколько это у меня получилось сантиметров моя подошва. Я вывязала всю мою подошву, сохраняя наш рисунок. У меня получилось после нашего клина, когда мы с вами убавляли петли, ровным обычным полотном провязано 38 рядов. Если померить в сантиметрах, наша подошва вместе с нашим клином получается 14 сантиметров. Если в нерастянутом виде, моя подошва не закрывает наш пальчик. Но так как носочки у нас должны хорошо сидеть на ножке и не спадать с ноги, получается, немножко натягиваем нашу подошву. И получается, наша подошва в моем случае закрывает полностью мизинец ноги. И далее я буду делать убавление петель на пальчике. Мысочек я буду вязать ниточкой фиолетового цвета, также сохраняя наш узор как со стороны подошвы, так и со стороны мыска. Поэтому рабочую ниточку можете обрезать, если вам будет удобно в этом месте. Можете ее оставить. После вывязывания нашего мысочка фиолетовым цветом мы дальше будем продолжать этой нитью вязать. Так что смотрите, как вам более удобно. Сейчас я буду вывязывать мысочек, убавляя петли после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей, пока у меня на спице не получится 8 моих центральных петель. Таким же образом, как я вывязывала нашу чашку пятки. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вторую и третью петлю я провязываю одной лицевой за нижние правые стеночки уже фиолетовой моей нитью.
Получается, по рисунку у нас, не забываем, выпуклые дорожки — это наши снятые петли. И смотрим, у меня по рисунку сейчас идет одну петлю мы провязываем лицевой, и дальше вот как раз таки выпуклая вот эта вот дорожка идет, объемная. Мы ее снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Дальше одна лицевая, петлю снимаем, одна лицевая, петлю снимаем. И таким образом мы довязываем полностью весь ряд, пока у нас на левой спице не останется 3 петли. У нас сейчас на левой спице остается 3 петли. Первую и вторую петлю я должна провязать вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Для этого я переверну мои 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их 2 вместе с наклоном вправо. Последняя кромочная петля. Изнаночные все ряды мы провязываем все петли изнаночными за правые стеночки петли. Далее у меня идет третий ряд убавления петель для мыска. Первую кромочную петлю я снимаю, следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые нижние стеночки, получается с наклоном влево. И далее смотрю по узору, какие у нас дорожки идут объемные. Те петли мы снимаем. У меня как раз таки в узоре следующая петля идет объемной дорожкой, поэтому одну петлю снимаем, не провязывая, следующая лицевая, петлю снимаем, лицевая, петлю снимаем, лицевая. И таким образом я довязываю до того, пока у меня на левой спице не останется 3 петли. У меня на левой спице остается 3 петли. Я петли сейчас переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю эти 2 петли одной лицевой, получается, с наклоном вправо. Последняя кромочная петля. Четвертый изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночными. И далее я вяжу мысочек таким вот образом, пока у меня на спице не получится 8 моих центральных петель. Получается, мы убавим по 7 петель с каждого края. Если вдруг у вас другое количество петель, нежели чем у меня, вы вяжете до того момента, пока у вас останется центральная ваша часть петель. Получается, я убавила петли, и у меня на спице остались 8 центральных петель. И получается, мы на данный момент вывязали всю нашу подошву. На ножке это должно выглядеть вот таким вот образом. Смотрите, ваше полотно должно закрывать полностью все ваши пальчики. И далее нам с вами осталось вывязать мысочек и вторую часть резинки. Сейчас, получается, мы с вами должны поднять все петли, которые только что с вами убавили. Получается, в моем случае по 7 петель с каждой стороны. И у нас на спице должно получиться 22 петли. Первая кромочная петля у нас снимается, и далее мы сохраняем наш рисунок. Также смотрим по вот этим вот объемным выпуклым дорожкам. У меня получается сейчас одну петлю я снимаю, не провязывая, одна лицевой провязывается, одну петлю я снимаю, вторая провязывается лицевой, одну петлю я снимаю, вторая провязывается лицевой. Последнюю петлю на левой спице я в любом случае провязываю лицевой. И теперь по вот этому краю поднимаем одну петлю. Мы, получается, должны поднять по вот этой дорожке 7 петель. Подхватываем дужку петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне. И провязываю вот эту вот дужку, поднятую на спицу, одной изнаночной петлей. Далее переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, и все петли с левой спицы я провязываю изнаночными за правые стеночки петли. И в конце, после того, как все петли провязаны, я также поднимаю одну петлю из кромочных петель. Получается, по этому краю у нас также должно подняться 7 петель. Мы считаем. Одна петля предыдущего цвета, это получается первая, вторая, третья, четвертая,
5, 6 и 7. Получается, поднимаем дужку петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываем эту дужку петли одной изнаночной петлей. Мы с вами, получается, уже добавили 2 петли. Давайте еще раз с вами 2 этих ряда провяжем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее смотрим, как наш идет рисунок по вот этим вот объемным нашим дорожкам. Получается, у меня следующая петля провязывается лицевой. Далее петля снимается, следующая лицевой. Снимается петля, следующая лицевой. И таким образом мы провязываем до конца. Последняя петля на левой спице в любом случае провязывается лицевой. И по вот этому вот краю я также должна поднять следующую мою петлю. Получается, поднимаем одну дужку петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне. Вот таким вот образом. И провязываем одной изнаночной петлей. Если вы вдруг не понимаете, какую петлю вам нужно поднять по данному краю, можете каждый раз вот эти вот петли просчитывать. Получается 4-й изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я должна провязать все петли изнаночными. И после того, как мы провязали все петли с левой спицы, я подхватываю со следующей кромочной петли дужку, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю эту дужку петли одной изнаночной петлей. И таким образом мы поднимаем по краю все петли. В каждом ряду, получается, у нас поднимается по одной петле. До того момента, пока мы с вами не получим на спице 22 петли в моем случае. И как раз дойдем до кофейной нашей части. В лицевых рядах соблюдайте рисунок. В изнаночных рядах провязываете все петли изнаночными. Я провязала полностью весь мой мысочек. Добрала по краю петли, и у меня сейчас на спице располагается 22 петли. Далее я ниточку фиолетового цвета обрезаю, кончик этот буду прятать по изнаночной стороне самостоятельно. Сейчас получается, если вы оставляли кончик основного цвета нашего, которым вязали подошву, тогда поднимаем эту нить. Если вы обрезали, тогда будем присоединять. И вот этот вот узор мы уже провязывать не будем. Сейчас мы будем вязать основной узор нашего носочка, ажурные ромбы. Узорчик выглядит вот таким вот образом. Раппорт данного узора в ширину составляет 15 петель, в высоту 16 рядов. Но так как на спице у меня не 15 петель, а 22, я выделю сейчас маркерами центральные 15 петель. Получается, у меня с одной стороны остается 3 петли и со второй стороны остается 4 петли. Первая петля у нас постоянно будет сниматься, не провязывая, так как она у нас кромочная. 2 следующие петли я буду провязывать лицевыми. Далее идет 15 петель узора, и здесь 4 петли. Получается 3 лицевых и последняя кромочная. Но так как по краю в каждом ряду я буду поднимать по одной петле с кромочной, нам нужно сохранить 22 петли, которые мы сейчас имеем на спице. Поэтому мы последние 2 петли в каждом ряду будем провязывать вместе. Получается, в лицевом ряду одной изнаночной петлей, в изнаночном ряду эти 2 петли буду провязывать одной лицевой петлей. И, соответственно, поднимать петли по краям. Получается, в каждом ряду у нас поднимается по одной петле. Первый ряд раппорта нашего узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжем 2 лицевые петли. Перебрасываем маркер. И далее начинается раппорт узора, состоящий из 15 петель. Получается 5 лицевых петель. Далее делаю накид. Следующие 2 петли я должна провязать вместе с наклоном влево. Ввожу спицу правую сразу в 2 петли за правые нижние стеночки и провязываю эти 2 петли как одна лицевая петля. Далее 2 лицевые петли. Обратно накид. И следующие 2 петли я также провязываю 2 вместе одной лицевой за нижние правые стеночки с наклоном влево.
У нас остается 4 петли лицевых до маркера. Маркер перебрасываем, провязываем 2 лицевые. И 2 последние петли в каждом ряду я буду провязывать вместе. Получается, в каждом лицевом ряду мы их должны провязать одной изнаночной петлей. Я сейчас переверну петлю, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю эти 2 петли одной изнаночной петлей. Одну петлю в этом ряду мы с вами убавили. Теперь смотрим по вот этому вот краю следующую нашу кромочную петлю. Подхватываем дужку от кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне. И провязываю эту дужку петли одной изнаночной петлей. Мы, получается, с вами одну петлю убавили и одну петлю сразу же прибавили. Второй изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и все изнаночные ряды мы вяжем одинаково. Получается, провязываем все петли изнаночными за правую стеночку петли, не довязывая 2 петель до конца ряда. Накиды провязываем за длинную стеночку петли, чтобы у нас в узоре образовывались дырочки. У меня осталось 2 петли на левой спице. И получается, в каждом изнаночном ряду мы эти 2 петли будем провязывать одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Одну петлю мы с вами убавили. Теперь смотрю, какая следующая у нас идет кромочная петля. Подхватываю левой спицей дужку кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю эту дужку петли одной изнаночной петлей. Третий лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее у меня идут 2 лицевые петли, маркер перебрасываю. Далее начинается раппорт нашего узора: 3 лицевые. Следующие 2 петли я должна провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю эти 2 петли как одна лицевая с наклоном вправо. Делаю накид. Далее 1 лицевая, накид. И обратно следующие 2 петли я должна провязать вместе, только с наклоном влево. За правые нижние стеночки я провязываю 2 петли вместе. Далее идут 2 лицевые петли, накид. И следующие 2 петли, 2 вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки. 3 лицевые петли. Маркер перебрасываем. Далее 2 лицевые. У нас на левой спице остается 2 петли, и эти 2 петли я должна провязать одной изнаночной петлей. Поэтому первую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка была сверху, и провязываю эти 2 петли как одна изнаночная петля. Мы с вами убавили, получается, одну петлю. Далее ищу следующую кромочную петлю по данному краю. Получается, поднимаю дужку кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю одной изнаночной петлей. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее провязываю все петли изнаночными, не довязывая до конца ряда 2 петли. Накиды провязываем за длинную стеночку петли. У нас на спице остается 2 петли, получается, в каждом изнаночном ряду мы эти 2 петли провязываем одной лицевой. Подхватываем дужку следующей кромочной петли и провязываем эту петлю изнаночной. Пятый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые, маркер, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, перевернула 2 петли и провязываю за верхние правые стеночки 2 петли одной лицевой с наклоном вправо. Делаю накид. Далее 3 лицевые петли, накид. Далее провязываем 2 петли как одна лицевая с наклоном влево. 2 лицевые, накид. И обратно 2 петли вместе провязываем как одна лицевая с наклоном влево. У нас остается до маркера 2 лицевые петли,
Маркер перебрасываем, провязываем обратно 2 лицевые, перевернем нашу первую петлю, чтобы правая стеночка лежала сверху, и провязываю эти 2 петли одной изнаночной. Ищу по данному краю следующую мою кромочную петлю, подхватываю дужку петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю эту дужку петли одной изнаночной. Шестой изнаночный ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю все петли изнаночными, не довязывая 2 петли до конца ряда. Смотрите, все изнаночные ряды мы вяжем одинаково, поэтому изнаночные ряды вы будете вязать самостоятельно. Я вместе с вами буду провязывать только лицевые ряды. У нас на левой спице осталось 2 петли, и получается в каждом изнаночном ряду мы эти 2 петли провязываем вместе одной лицевой за правой верхней стеночки. Ищем следующую кромочную петлю, подхватываем дужку, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываем ее изнаночной. Седьмой ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые, маркер перебрасываю, 1 лицевая, 2 петли с наклоном вправо за верхние правые стеночки, делаем накид, 2 лицевые петли, обратно 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо за верхние правые стеночки, делаю накид, 1 лицевая, накид, и далее обратно 2 петли вместе уже с наклоном влево за правые нижние стеночки. 2 лицевые петли, накид, 2 петли вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки, 1 лицевая, маркер, дальше 2 лицевые, переворачиваем следующую петлю, чтобы правая стеночка лежала сверху, и провязываем последние 2 петли одной изнаночной петлей. Ищем, получается, по краю следующую кромочную петлю, подхватываем дужку, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываем эту дужку петли одной изнаночной. Далее 8 изнаночный ряд вы вяжете самостоятельно. Получается, первую петлю вы снимаете, не провязывая, далее все петли изнаночными, 2 последние петли провязываем как 1 лицевая, и также поднимаете 1 петлю с данного края. Встретимся в начале 9 ряда. 9 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые, маркер, следующие 2 петли я разверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 1 лицевой с наклоном вправо, далее накид и 2 лицевые петли. Следующие 2 петли обратно, 2 вместе мне надо провязать с наклоном вправо за верхние правые стеночки. Делаю накид и провязываю 3 лицевые петли. Далее обратно накид, 2 петли вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки, 2 лицевые петли, накид и 2 петли вместе с наклоном влево за правые нижние стеночки. Маркер перебрасываю, провязываю 2 лицевые петли, переверну петлю, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 2 последние петли с левой спицы одной изнаночной петлей. По краю слитка ищу следующую кромочную петлю, подхватываю дужку петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю ее как 1 изнаночная петля. Следующий 10 ряд по изнаночной стороне вяжите самостоятельно. Все петли изнаночными, в конце мы 1 петлю убавляем и 1 петлю с данного края прибавляем. 11 ряд, первую кромочную петлю я снимаю, провязываю 2 лицевые петли, маркер перебрасываю, далее обратно 2 лицевые петли, делаю накид. Следующие 2 петли я должна провязать за нижние правые стеночки 1 лицевой с наклоном влево. Далее провязываю 2 лицевые петли, обратно делаю накид,
Далее 3 петли мне нужно провязать 3 вместе одной лицевой петлей. Для этого я первую и вторую петлю переворачиваю, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. Теперь правую спицу ввожу во вторую петлю и вывожу через первую петлю. И вот эти вот 2 петли мы снимаем, не провязывая. Третью петлю провязываю лицевой. И теперь 2 петли, которые мы снимали, не провязывая, набрасываем на третью провязанную петлю и спускаем. Мы таким образом с вами провязали 3 петли вместе. Делаем накид. Далее 2 лицевые петли. И следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе с наклоном вправо. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их одной лицевой с наклоном вправо. Далее накид и 2 лицевые петли. Маркер я перебрасываю, провязываю 2 лицевые. Следующую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И получается 2 последние петли в лицевом ряду я провязываю одной изнаночной петлей. По данному краю носочка я ищу следующую кромочную петлю, подхватываю дужку, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю ее изнаночной петлей. Следующий 12 ряд вы провязываете самостоятельно. Все петли получаются изнаночные. Одну петлю в конце ряда вы убавляете и одну петлю по краю носочка прибавляете. 13 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 2 лицевые петли я провязываю. Маркер перебрасываю. Далее у меня идет 3 лицевые петли. Накид. Следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. Далее 2 лицевые, накид и 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево за правые нижние стеночки. 1 лицевая, далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю как 1 лицевая за верхние правые стеночки с наклоном вправо. Делаю накид. Далее 3 лицевые петли. Маркер перебрасываю. Провязываю 2 лицевые. Петлю переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И 2 последние петли с левой спицы я провязываю постоянно изнаночной петлей. Ищу по краю носочка следующую кромочную петлю, подхватываю дужку, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и провязываю эту дужку петли одной изнаночной. Мы с вами провязали 13 ряд. Далее 14 изнаночный ряд вяжете самостоятельно. 15 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые петли. Маркер перебрасываем. Далее у нас идут 4 лицевые, накид. Следующие 2 петли я должна провязать вместе одной лицевой с наклоном влево за правые нижние стеночки петли. Далее 2 лицевые, накид. Далее 3 петли мне нужно провязать 3 вместе одной лицевой петлей. Для этого первую и вторую петлю я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. Теперь правую спицу ввожу во вторую и вывожу через первую петлю, не провязывая 2 данные петли, снимаем. Третью петлю провязываю лицевой. Теперь левой спицей подхватываем первую и вторую петлю, которую мы снимали, не провязывая, набрасываем на третью провязанную петлю и данные 2 петли спускаем. Таким образом мы с вами провязали 3 петли вместе. Далее делаю накид, провязываю 4 лицевые петли, перебрасываю маркер, далее 2 лицевые петли. Петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю эти 2 петли одной изнаночной петлей.
Далее ищу по краю носочка следующую мою кромочную петлю, подхватываю дужку данной петли и провязываю изнаночный. Следующий 16 ряд по изнаночной стороне вяжем самостоятельно. Мы с вами провязали 16 рядов в высоту, это составляет раппорт нашего узора. И далее получается, повторяем данные 16 рядов, поднимая по краю петли. И этот узор мы будем с вами вязать до тех пор, пока мы с вами не поднимем все петли до нашей резинки. Если посмотреть на готовом моем носочке, у меня по мыску провязано 3 раппорта. Вот один ромб, второй и третий. Получается, сейчас самостоятельно повторяем данный раппорт, поднимаем с каждого края петли и вывязываем, получается, полностью весь наш мысочек до резинки. Встретимся, когда поднимем все петли до резинки. Я, получается, провязала, поднимая с каждого края петли до тех пор, пока я не дошла до резинки. И здесь у меня получается вывязано 3 раппорта узора. Вот так вот красиво смотрятся вот эти вот петли, которые мы с вами поднимали с одной и со второй стороны. Далее ниточку кофейного цвета я обрезаю, она нам больше не нужна. И мы будем далее вязать ниточкой фиолетового цвета вторую часть резинки. И при вывязывании резинки я буду переходить на спицы меньшего размера 3 мм. У меня сейчас находится на спице 22 петли. Но для того, чтобы резиночка наша хорошо смотрелась, нам нужно добавить одну петлю, чтобы наше количество петель было нечетное. Присоединяю ниточку фиолетового цвета, первую кромочную петлю я провяжу лицевой. И далее начинаем вязать нашу резинку. Получается 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Маркеры снимаем, они нам больше не нужны. Далее обратно 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И далее давайте из следующей петли мы провяжем сразу 2 петли. Таким образом мы с вами добавим 1 петлю. Получается, за правую нижнюю стеночку я провязываю 1 лицевую петлю. Далее рабочую ниточку располагаю перед вязанием. И уже за верхнюю стеночку я провязываю изнаночную петлю. После того, когда мы из одной петли вывязали 2, петлю с левой спицы сбрасываем. Получается, мы с вами добавили 1 петлю. Далее провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом мы провязываем полностью все петли на левой спице, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную петлю, не довязывая до конца ряда 1 петлю. У нас сейчас на левой спице 1 петля. Я ее переношу на правую спицу, не провязывая. Далее в резинке я таким же методом поднимаю петли, как мы делали это в узоре. Получается, в каждом ряду мы поднимаем по 1 петли с одной и со второй стороны. Получается, смотрю следующую мою кромочную петлю, поднимаю дужку, которая ближе к изнаночной стороне. Затем вот эту вот петлю, которую мы снимали не провязывая, переснимаю с правой спицы на левую. И теперь получается, вот эти вот 2 петли в каждом лицевом ряду я должна провязать 1 лицевой петлей. Вот таким вот образом. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все петли я буду вязать по рисунку. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким образом мы вяжем далее, пока у нас на левой спице не останется 1 петля. У нас сейчас на левой спице 1 петля, я ее переношу на правую спицу, не провязывая. И с этого края я поднимаю также дужку кромочной петли, которая ближе к изнаночной стороне. Петлю, не провязанную с правой спицы, переношу обратно на левую. И теперь получается данные 2 петли в каждом изнаночном ряду. Я их должна провязать 1 изнаночной петлей.
Вот таким вот образом. Данные два ряда мы будем повторять до тех пор, пока не поднимутся все кромочные петли по краю с двух сторон. Давайте еще раз с вами повторим данные два ряда. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли я вяжу по рисунку, чередуя одну лицевую и одну изнаночную петлю. До тех пор, пока у нас на левой спице не останется одна петля. У меня на левой спице одна петля, я ее переношу, не провязывая, на правую спицу. Теперь левой спицы подхватываем из следующей кромочной петли дужку, которая ближе к изнаночной стороне. Петлю с правой спицы обратно переношу на левую, и получается данные две петли в каждом лицевом ряду я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. Переворачиваю вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее все петли я провязываю по рисунку. Лицевые лицевыми вяжу, изнаночные также изнаночными. До тех пор, пока у меня не останется одна петля на левой спице. У меня осталась одна петля на левой спице. Я эту петлю переснимаю на правую спицу, а левой спице подхватываю дужку кромочной петли следующей. И теперь вот эту не провязанную петлю переношу обратно на левую спицу. И получается, вот эти вот две петли в каждом изнаночном ряду я должна провязать одной изнаночной петлей. И таким образом мы, получается, поднимаем все петли по краям резинки. Во всех лицевых рядах все петли провязываем по рисунку, не довязывая одну петлю. И далее последняя петля и поднятая петля, которые мы будем поднимать из кромочных петель. Мы эти две петли, получается, в каждом лицевом ряду провязываем одной лицевой петлей. Во всех изнаночных рядах данные две петли, одна поднятая и одна последняя петля на спице, провязывается одной изнаночной петлей. Встретимся с вами, когда вывяжем полностью всю резинку, и нам останется поднять одну петлю. И в этом ряду мы с вами не будем провязывать петли, а будем их закрывать. Я провязала мою резиночку, поднимая петли с одной и со второй стороны. Вот так вот красиво у нас выглядит вот эти вот края. И далее нам с вами осталось поднять одну петлю. Получается, лицевой полностью ряд я провязала. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующая петля у меня идет лицевая. Я ее так и провязываю лицевой. И далее первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Мы таким образом с вами закрыли одну петлю. Следующая петля на левой спице у меня идет изнаночная. Я ее провязываю также изнаночной. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом я закрываю все петли. То есть лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные также вяжем изнаночными. Сильно край при закрытии не затягивайте. Далее закрывайте таким образом самостоятельно, пока у вас не останется две петли. Одна петля будет располагаться на левой спице, вторая на правой. У нас, получается, осталось две петли. Одна на правой спице, вторая на левой. Петлю с левой спицы переношу на правую, не провязывая. И далее поднимаем дужку кромочной последней петли. Вот эту вот непровязанную петлю с правой спицы обратно переношу на левую. И так как это у нас изнаночная сторона, я эти две петли провязываю одной изнаночной петлей. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас с вами получилась одна вот такая вот открытая петля. Рабочую ниточку я обрезаю, край разровняем, чтобы все было эластично. И теперь вот эту рабочую нить продеваю в петлю и петлю затягиваю. Далее по изнаночной стороне спрячем все кончики от нити, которые у вас остались.
И после того, как мы спрятали с вами все кончики, вот такие красивые носочки у нас с вами получились. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за активность. Всем пока-пока.